Привет, друзья! Сегодня поделюсь с вами вкуснейшим рецептом блинов 3 стакана и еще приготовим 4 рецепта очень вкусных, быстрых блинов из продуктов, которые вы найдете на каждой кухне. Готовится все очень быстро, просто, никакого миксера. Делитесь рецептом с друзьями, пишите в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите, чтобы я могла с вами поближе познакомиться. И поехали! Разбиваю в миску 3 куриных яичка. Добавляю пол чайной ложки соли и 2 столовых ложки сахара. Все хорошо перемешиваю. Беру 1 стакан муки и просеиваю в тесто половину стакана. Вот так все хорошенько перемешаем, чтобы мука разошлась и тесто стало однородным. Теперь, когда тесто такое густое, начинаем потихоньку разбавлять его молоком. На тесто у нас пойдет стакан молока, я вливаю сразу половину стакана. И высыпаю оставшуюся муку. Посмотрите, какое это простое тесто, никакой миксер нам не понадобится, все перемешиваем венчиком, все уже практически готово. В самом конце приготовления вливаю в тесто 1 стакан 200 мл крутого кипятка. Вот так вот обязательно интенсивно помешиваю, чтобы кипяток разошелся в тесте и не образовалось никаких комочков. Все, посмотрите, друзья, тесто уже полностью готово. Можно жарить блины. В самом конце, как обычно, добавляем пару столовых ложек растительного масла, чтобы тесто не прилипало и блинчики получались не комом. Вот такое тесто получилось, блинчики получатся тоненькими, ажурными, очень вкусными. Разогреваем сковороду. Лучше сковороду, конечно, использовать блинную, которую вы всегда используете только для приготовления блинов. На мой взгляд, самые вкусные, ажурные, красивые блинчики получаются на чугунной сковороде, но также вполне подходит и обычная блинная тефлоновая сковорода. Только посмотрите, сколько дырочек, просто миллион дырочек, миллион пузырьков. Вот такие вот ажурные, вкуснейшие, действительно кружевные блинчики получаются. Далеко от сковороды не отходим, блинчики жарятся очень быстро, обжариваем с 2 сторон до румяности. Давайте пожарим еще один блинчик. Готовые блинчики складываем стопочкой и обязательно смазываем кусочком сливочного масла, так вкуснее. Приготовь, поделись, подпишись. И теперь покажу маленький эксперимент. Блины с дырочками я жарила на сильно разогретой сковороде. А теперь я нагрела сковороду не слишком сильно, наливаю то же самое тесто и посмотрите. Дырочек практически нет, блины получаются совсем другие. Вот такой фокус. Оказывается, из одного и того же теста можно блины пожарить тоже по-разному. Вот такая вкуснятина получается, и блинчики, этот рецепт очень простой, универсальный. Название его 3 стакана очень легко запомнить, так что обязательно делитесь этим рецептом с друзьями и готовьте вкуснейшие блинчики. И оставайтесь со мной у ваших экранов, далеко не уходите, сейчас поделюсь с вами еще одним вкуснейшим рецептом. Сегодня готовим вот такие вкусные, красивые, кружевные, ажурные блинчики. Посмотрите, какие они тоненькие, великолепные, много дырочек и получаются очень-очень вкусные. Так что сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и готовим блины. Первым делом в миску разбиваю 2 куриных яичка. Добавляю столовую ложку сахара и примерно 1/3 чайной ложки соли. Все хорошо перемешаю венчиком. Просто мешаем до однородности. Готово. У меня здесь стакан молока 250 мл, и я вливаю половину стакана в миску к яйцам. Еще раз хорошо перемешаю. И просеиваю в тесто 120 грамм муки, это 4 столовых ложки с горкой. Хорошо перемешиваю тесто венчиком, так, чтобы оно стало однородным. Для этого теста нам даже миксер не понадобится, поэтому, чтобы не было в тесте комочков, мы вливаем молоко в 2 приема, а не все сразу. Я влила оставшееся молоко, и тесто уже практически готово, но я добавлю сюда еще один интересный ингредиент, и это стакан кефира. Молоко и кефир берите, пожалуйста, комнатной температуры или чуть-чуть тепленькое. В
В самом конце приготовления теста для блинов добавляю пол чайной ложки соды, и тесто уже полностью готово. Можете добавить с него еще пару столовых ложек растительного масла, чтобы блинчики не пригорали во время жарки. Хорошо разогреваем сковородку, сковорода должна быть очень горячая, и выливаем порцию теста для блинов. Посмотрите, сколько дырочек, просто миллион дырочек на этих блинчиках. Они такие ажурные, такие красивые, просто кружевные. Зарумяниваем блинчики с двух сторон, будьте внимательны, далеко от плиты не отходите, блины готовятся просто моментально, очень быстро, поэтому уже можете включать чайник и звать всю семью за стол. А тем временем мы с вами буквально за 5 минут нажарим целую гору вкуснейших домашних блинов. Эти блины получаются ажурными благодаря пузырькам воздуха в тесте. Также еще один маленький секретик. Вы можете добавить в тесто немного кипятка. Такие блинчики получатся еще более тонкими и ажурными. Кипяток также помогает сохранять пузырьки воздуха в тесте и сделать блинчики еще более эластичными. Любимые мои, блины получаются такими вкусными, что я советую сразу готовить двойную порцию. Готовьте блины, подписывайтесь на канал, делитесь рецептом с друзьями. А также, друзья, напишите, пожалуйста, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Посмотрите, какие эластичные, мягенькие блины. Это просто вкуснятина. Для следующего рецепта нам понадобятся вот такие простые ингредиенты. Сейчас приготовим очень вкусные, мои самые любимые блинчики с начинкой, с курочкой. Первым делом отправляю в кастрюлю вариться куриные окорочка, снимаю пенку, и пока варится курица, в миску разбиваю 3 куриных яичка, добавляю чайную ложку соли и столовую ложку сахара. Все хорошо перемешиваю. Беру пол-литра молока, 500 мл, вливаю половину молока и сразу просеиваю 280 грамм муки. Просеиваю всю муку, перемешиваю, тесто получается довольно густое, но это нужно для того, чтобы в тесте для блинов не было никаких комочков, и при таком способе приготовления теста мы с вами не пользуемся никаким миксером. Посмотрите, тесто вот такое довольно густое. Вливаю оставшееся молоко, еще раз хорошо перемешиваю. У меня есть еще один маленький секретик. В самом конце приготовления теста я вливаю буквально полстакана кипятка. Благодаря этому блинчики получаются тоненькими, ажурными, очень-очень нежными и эластичными. В них можно завернуть любую начинку. Вливаю кипяток и вот так интенсивно мешаю. Вливаю пару столовых ложек растительного масла. Все перемешиваем, и, друзья мои, тесто для блинов полностью готово, а также практически готова наша начинка. Курочка сварилась, достаем ее из кастрюли и оставляем остывать. В сковороде разогреваю масло и отправляю в горячее масло одну мелко нарезанную луковицу. Обжариваю буквально несколько минут до золотистого цвета. Можно сюда же добавить грибы, тоже нарезанные кубиком, если любите грибочки. И начинаем жарить наши блины. Сковороду хорошенько смазываем растительным маслом. Обязательно смажьте сковороду маслом перед первым блином. Тогда даже первый блин не выйдет комом. И пока жарится блин, меленько нарезаем отварную курицу. Отправляю курицу в сковороду с луком и грибочками, перемешиваю, обязательно солим и перчим начинку по вкусу и добавим любую зелень. У меня это укроп, вы можете взять также и петрушку. Все хорошо перемешали, начинка готова и наш блин тоже зарумянился. Переворачиваем, вот такая красота получается, блины словно солнышки, очень красивые, яркие. Быстренько жарим стопочку блинов и на каждый блин кладем 1-2 ложки начинки, сверху хорошенько посыпаем сыром, сыра не жалейте, чем больше, тем вкуснее, и сворачиваем вот таким конвертиком аккуратным. Осталось только обжарить блинчики с двух сторон до красивого золотистого цвета в сливочном масле, и вот такие вот очень вкусные, сытные, аппетитные блины получаются хоть на праздник, хоть на каждый день. Очень быстрый, вкусный и универсальный рецепт блинов с любой начинкой.
В блинчики можно завернуть любую начинку, а можно просто подать с рыбкой, с икрой или со сладкими начинками, с вареньем, с джемом, медом, со сгущенкой, с чем вы любите. Друзья, получается очень-очень вкусно, рекомендую. Но не переключайтесь, сейчас мы с вами приготовим еще один очень вкусный рецепт блинов. Разбиваю в миску 4 яйца, добавляю маленькую щепотку соли и 60 грамм сахара или сахарной пудры. Вливаю стакан молока и хорошо перемешиваю. Сюда же просеиваю 240 грамм муки. В конце вливаю 2 стакана сливок, еще раз перемешаю, и тесто для блинов полностью готово. Дорогие мои, это самые вкусные и самые нежные блинчики, которые я когда-либо пробовала в своей жизни. Просто обожаю их и от всей души рекомендую попробовать и вам. На горячую сковороду наливаю тесто и жарю блинчики с двух сторон до красивого золотистого румяного цвета. Сковородку смазываю маслом только один раз перед выпечкой первого блина. Эти блинчики я всегда подаю с очень вкусным и простым соусом. На сковородку отправляю 50 грамм сахара, нагреваю сахар, чтобы он расплавился и превратился вот в такую вот карамель. Добавляю кусочек сливочного масла, грамм 100-150. Беру апельсин, разрезаю пополам и отжимаю сок из одного крупного апельсина. Можете взять 2 апельсина, получится еще вкуснее. Вливаю апельсиновый сок в сковороду, все перемешиваю, довожу до кипения, и наш соус к блинчикам полностью готов. Вот такой вот очень вкусный, ароматный апельсиновый соус получается, блинчики с ним просто бесподобные. Очень рекомендую, ну а мы с вами приготовим еще один вкуснейший рецепт блинов. Блины просто пальчики оближешь. В миску разбиваю 2 куриных яичка. Добавляю 40 грамм сахара и 1 столовую ложку меда. Все хорошо перемешиваю. Можете добавить ванильный сахар или ванильный экстракт, тоже 1 чайную ложечку для приятного аромата. В муку добавляю чайную ложку разрыхлителя и просеиваю в тесто муку вместе с разрыхлителем. Все, мои дорогие, осталось только все хорошо перемешать, и тесто для вкуснейших блинов уже полностью готово. Посмотрите, вот такая у него консистенция, тесто гладкое, однородное, очень нежное, и блинчики получатся вкуснейшие. Жарим блины на сухой сковороде, маслом я сковороду совершенно не смазываю, наливаю порцию теста и готовлю вот такой вот блинчик-оладушек. Вы, конечно, одновременно можете приготовить несколько блинчиков. Как только блинчик зарумянится с одной стороны, хопа, переворачиваем и жарим с другой стороны. Вот такая вот красота получается, блинчики готовятся очень быстро. Все продукты простые и найдутся на каждой кухне. Вот такие вот они небольшого размера, больше похожи на оладушки, но действительно очень интересный рецепт, я вам рекомендую его попробовать. Еще один блинчик готов, переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Эти блины можно подать с шоколадной пастой, шоколадно-ореховая паста типа нутелла. Смазываем блинчик, соединяем краешки, и получается вот такая красота. Давайте разрежем один блинчик и посмотрим, что у него внутри. Посмотрите, очень вкусно, аппетитно так выглядит, так и хочется скорее укусить его, попробовать. Вкуснятина просто, друзья, обязательно готовьте, я уверена, что вам понравится. Спасибо, мои дорогие, что провели это время вместе со мной. Сегодня я поделилась с вами своими самыми любимыми рецептами блинов. Я уверена, что хотя бы 2 или 3 из них станут также вашими любимыми. Готовьте на здоровье. Подписывайтесь на канал «Готовим дома», ставьте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о моих новых вкусных рецептах. И, конечно, делитесь рецептом с друзьями. Пишите комментарии. Обнимаю. Пока-пока и скоро увидимся.